байкальского утра. 29 сегодня у нас число. Что-то как название, как-то поселок называется рядышком. Будем выезжать, я вам скажу. 400 тут, 30 километров. От 4, что-то такое. Леху ждем. Сейчас время где-то 8:30, где-то минут через 30-40 подъедет тезка мой иркутский. Сейчас мы ему бутербродики запацаем. Приедет, чайку попьет. Ему-то толком питаться некогда, наверное. Он-то домой спешит. У него-то есть реальнейший шанс успеть домой на Новый год. С Владивостока топит. Как раз вот последняя колбаса белорусская. Сыр еще белорусский. Самовар стоит. Вот. Надолго мы его задерживать не будем. Ему домой спешить. Поэтому чайку попьет. И отпустим его с Богом. А нам торопиться некуда. Куда спешить? Вообще некуда. Растягиваем удовольствие. На улице уже почти светло. Народ морозит в округе. Я проснулся. Встал вчера в 7 вечера. О! Сам бы ел, но не хочу. Я уже 2 таких только что завалил. Край этот показывает 27 градусник. Ну, не градусник. Телефон. Извините. Вот. Сколько на самом деле? Ну, наверное, так и есть. Сейчас мы его дождемся. Почаевничаем. Леха почаевничает. Я тут кофейку сербану готову. Может, кофе будет, я не знаю. Что захочет. По-быстрому о делах наших грешных покалякаем. И разъедемся. Видите, что с бутылкой происходит? Ну, с банкой с этой. Он трещит. Сдувается. О, видите? Сжимается, вернее. И вот я вот с кабины вылез. Она в тепле стояла в кабине. Надо выкинуть лишнее. И все такое. Щелк, щелк, щелк. О чем это говорит? Это говорит о том, что мороз у нас на улице хороший. Пока Леху ждем. Ну вот стоянка, видите, буква Я только сломалась или упала. Мак остался. Может, уже не маяк, а мак. Уже часть разъехалась. Ну а что, светло уже. Правильно. Я бы тоже уже давно поехал, если бы не обстоятельства. Ну вот все, у нас тут еще все обсыпалось практически с ворот. Но все остальное обсыпется, когда потеплеет. Все так умерзло хорошо. Сегодня завел, мне даже ман выдал прогрев коробки. Нифига себе.
Минут 5 помолотил. И все, сказал, что это... Я прогрел. Ой, нефтемаркет. Здесь, наверное, тоже мочевина есть. Вот такое местечко. Довольно уютно. Интернет, говорю, 4G. Во всяком случае, мой. И шинка есть, там и домики какие-то, наверное, и гостиница есть. Тут все тут есть. Ну, кафе, само собой. Все, ставим галочку. Будем знать, что сюда можно приезжать ночевать на этом участке дороги. О, свежо. Не, пошел я обратно. Леху я на улице ждать не буду. Холодно. Что, жулик, мерзнешь? Верю. Пошли со мной. Да. Хотел посмотреть, все-таки думаю, посмотрю, есть отблю, нет, это что-то закрыт нефтемаркет. Заглянул так, и кафе такое достойное. Все так цивильно внутри. Новенькое, красивое. И удобство на уровне. Так что нормально. Ой. Все, прячемся. У меня нос замерзает. Две чувствительные части тела. Пальцы на руках и нос. Постоянно мерзнут. Пацаны на сетраках, двуногих. На! Завтрак тебе. Вкусно? Ну. Байкал приехал. Камера разряжена. Здрасте. У меня дверь не закрыта, я сижу. Еще я мерзну. Лехин. О, Владивостокский снег привез. Ну, там давал по снегу. Столько нацеплял, что еще не обсыпался. Мой Новосибирский уже обсыпался, а его Владивостокский, смотрю, на воротах еще болтается. Водичка, огонь. Здрасте, здрасте. Доброе утро! И вам того же. Пошли. Да, конечно. Ты чай или кофе? Кофе? А что, потом не оттает? Оттает потом. Давай. А то холодно. Давай, Лех, с наступающим! Штурману привет! А, ну да. Минус 31 у меня, говорит. Здесь, сейчас. Давай, счастливой дороги. Должен успеть, если все хорошо. Переживай только за Култук, чтобы не прилипнуть на Култуке. 31-го, говорит, снег. 30-го или 31-го. Ну, дай бог повезет, не прилипнет. О, солнышко. Здрасте. Все, я завел. Пускай стекла оттаивают. Видите, все умершее. Амбразуру-то все равно оттопить надо. Пацаны подходили, шланжик спрашивали. Я говорю, нету парня нифига. Грушу.
Как там Леха сейчас выскребется на повороте, пойдет? На поворот же в горочку получается. Тоже замерзла, да? Но сейчас солнышко вылезет, подогреется немножко. Да, ой, замерзшая мордашка такая, да. Так, хорош попрошайничать. Я знаю, что у вас желудки бездонные. Че он там? Прилип, что ли? Не, едет потихонечку. Пошел, говорит. Загружен красиво. 10,8, говорит. Вообще мне все пофигу. Погнал. Ну, пошли расшториваться и поедем. И мы потиху. Тут на выезде-то получается как бы сразу раз с поворотом и в горку. И выезд в горку. И потом подъем в горку. Можно как бы прилипнуть. Все. Включаем обогрев. Оттапливаем стеклышко, солнышко. Поехали мы дальше. 2440 мне отсюда до Владивостока показывает. 483 до Сковородино. Ну, это до Невера, туда. Ну, сегодня туда, наверное, надо будет заехать. Короче, ладно. Будем смотреть. Сегодня-то я пораньше выехал. Сейчас время 10 минут 11. Ну, не намного раньше. На час раньше, чем вчера. Как Леха говорит, а что здесь все замерзло? Я говорю, дышу много. Лишнего. Погнали. Вот, Могочинский район пошел. И все. Машину с горы не пустишь. Нашел я родину горностая. Могочинский район. Они уже отсюда потом расползаются во все места. Самый ушатанный район — это Могочинский. В этом плане. Все остальное Чернышевский более-менее. Видите, сегодня нету. Почти оттопился. Уже у меня нормально, там только с водительской, пассажирская осталась, фигня отогреется. Сейчас 23, когда выехал, было 27, 28. Ну, Леха чуть раньше ж подъезжал, еще солнышка не было. Подъезжал, говорил, 31 было. Ну, красиво, все вообще отлично. Батарейки тут получается. Да, в 7 утра я его заводил. 23,8 показывали аккумуляторы. Он почти с полоборота завелся. Будем знать. Вот и в ночь с 30-кой переночевал на автономке. Будем знать, что так. Такое ощущение, что ты, товарищ, ты сзади не местный. За мной спускается. Это ж не сплошная. Ни о чем. Смотрите, какая прелесть. Я был в Марселес там. Какая прелесть. Да. Сидел сзади, дождался, пока единственная машинка. Давай, жги. Одна машинка на весь Могочинский район навстречу. Хотел на обгон пойти. Как-то он, ну, правильный, не, молодец. Давай. Спасибо сказал. Красавчик.
Молодец. Просто, ну, скажем так, здесь никто на это не смотрит. Тут маленькие, ну, как шел и пошел, сплошная, прерывистая, двойная сплошная, вообще всем до фонаря. Тут нет никого, я не знаю. ДПС 30 здесь это проблем. Места глухие. Дикий, суровый, но красивый край. Своя красота. Можно сказать, нетронутая природа. Вот. Очередное логово. Тормозим. Иначе улетишь в невесомость. А нам туда не надо. Макочинский район закончится, и все, и Амурская область начнется. Так сказал, как будто это через 15 минут произойдет. Нет, еще долго. Еще, наверное, ну, часа 4. Может, меньше. Не наш, не наш. Вот сегодня как-то получше. Как говорится, явка почти 100%. В плане приветствую. Тут 26. Самое холодное место здесь. Могоча-Чернышевск. Самые холодные места. Якутия вон за сопкой. За ближайшей. Ну, это я имею в виду по местным масштабам. Я когда еду, тебе далеко до Читы? Я говорю, 250. Ну, за ближайшей сопкой уже вот. По мере, если вот взять местные эти размеры, да? Пересечь Забайкальский край. 1000 километров. Ну, плюс-минус. Офигеть. Вот так вот. С запада на восток. С юга на север не знаю. Не замерял. На юг я ходил только в Забайкальск. На север не ходил. Карголайн.
Макоче опять погодка такая же лайтовая, как и днем. Да ехай ты, что ты, дружище? Не хочет смотреть, видите? Красавчик. Или поедешь? Не обгоняет. 16 градусов всего. О, 17 стало, похолодало. Сейчас никак это моя таять не хочет. Платон мешает воздуху теплому поступать. Так, где ехал до речушки, спустишься, так и минус 31 даже опускалось. Пацаны тачки поперли на Новый год кому-то. После новогодний подарок. Молодец. Красавчик. Омский. Фига себе. Новый год едет праздновать. На Дальний Восток. Но тут побольше снежку. Могоче. Особенно вот на подъезде, там на таких на сопках. Там поинтереснее со снегом. Жулик. О, наш ман стоял. Я его поздно заметил. Леха сказал, что сзади еще четверо, говорит, догоняют. Представляете, впереди там сколько. Я даже не знаю, сколько там машин будет во Владивостоке. Там можно отдельную стоянку делать. Когда нам там загрузки всем подают. Сколько там стоять? Хабаровск 1519, Семиозерный. Сейчас в Семиозерном остановимся. Пойдем там. Не знаю, ну кушать я что-то пока не хочу. Там этот магазинчик сходим, там сам Семиозерный, там пройти метров 500. Там магазин есть. Надо хлебушка купить. Закончился. Весь на бутерброды ушел. Леху было накормили. А второй отказывался есть, представляете? Пришлось заставить. Я говорю, что значит не буду? Он съел. Теперь, говорит, до Иркутска есть не буду. Артист. Пацаны, где ж я на вас на всех косточек-то наберусь? Семиозерный. Пойдем. В магазин сходим. Заодно тут и это покушаем. Тут кафе такое неплохое. Так, нет никого. Там никого. О, а здесь вода. Ох. Не рискнул я сюда съезжать. Хоть тут все и высыпано, видите. Вон коллега на дафе съехал. Ну как-то думаю, ай. Даже не столько я за вот это место переживал. Только вот потом вот с кафешки вот сюда вот выкрутить. Здесь подъем крутой. Очень крутой. Думаю, оно мне надо. Потом тут вот шлифовать. Здесь не разгонишься с поворотом в горку. Пустому. Здесь лед. О, лед. Даже то, что тут посыпано, видите, уже кто-то шлифовал. Его. Видно, что. Вот по следам, вот по этим видно, видите, рыл. Кто-то выходил и вот
вырывал здесь. А подъем очень хороший. Думаю, оно мне надо. Летом-то я сюда съезжал, и здесь ночевал даже. Думаю, не, поставлю там на заправочке. Лишних 150-200 метров пешочком пройдусь. Это местная бурятская машина. Нет, груженый выйдет без проблем. А так не выйдешь, потом вот толкай тут задом вот сюда, потом с горки выходи. Оно нам надо? Я думаю, что нет. Ну, ничего страшного, если он там на горочке постоит. Пойдем, сходим. Хлебушка купим. Зайдем что-нибудь первого, тут похлебаем в этом магазине, в этой кафешке. Поза не хочу. Я их вчера ел. Первого хочу. Ух, рука мерзнет. Ну тут магазин, вот он, по-моему. Маленькая стоит. Я в курсе, я тут был. Я не первый раз уже иду. Знаю, куда идти. А может и нет. Знаешь, магазин был, я ходил. Сейчас найдем. Нет, так он дальше по деревне пройдемся. Ну, смотрите, какая тут гора. И дополнительный цирк нам не надо. И так хватает. Зимой. Буксовать. Какую красоту взял. Лепешечку. О, с чайком как зайдет, а? Маслицем намазал, колбасой сверху накрыл. Ой. Пальчики оближешь с утра пораньше. Или не пораньше. Так как я еду, я уже наметил, куда я сегодня поеду, пока не скажу. Работник. Ну, не знаю, коллега завелся, может сейчас будет выезжать. Сейчас посмотрим, если поедет, как он пойдет тут в эту горку. Ё-моё, вы сейчас удивитесь, кто меня обгонит. Охренеть. ДПС. Нифига себе. Куда они тут взялись? Я вам хлеба не дам. Извините. Ха. Вот я про что и говорил. С первого раза он не вышел. Вторая попытка. Но он, видно, груженый. Видите? Хоп, хоп, хоп. Ну, он пошел. Он груженый. Там он уже выйдет. Пустой я бы не вышел. 100%. Во всяком случае здесь. Надо было бы, скорее всего, спячиваться и уже оттуда с разгончику постепенно. Так что... Так, уютненько тут, что? Хорошо. Грибной супчик заказал. Блинчики со сгущенкой, с чаем. Покушаем. И попрем. Ну, смотрите, какой суп грибной. Шикарный. Блинчики. Ой. Запах такой стоит.
все будет. Пахнет очень вкусно. Приятного нам аппетита. А мы с горочки. Не могу смолчать. Блин, грибной суп просто отвал башки. Честное слово. Грибы настоящие. Не эти там. Это фигня, искусственные шампиньоны, а ну какие-то лесные там. На них не написано было. То ли боровички, то ли подберезовики, то ли подосиновики. И блинчики на высшем уровне. О, довольный как удав. Все, можно дальше ехать. Надо еще сегодня километров 300 с чем-то проехать. Меня руководство совсем не поймет. Скажет, ну ты совсем уже оборзел. Я им сказал, давайте грузиться 1-го, я вам 31-го вечером приеду. 1-го, говорит, никто не работает. Так что растягиваем удовольствие. Лучше медленно потихоньку ехать, чем хорошо стоять. А когда стоять еще может затянуться. А судя по тому количеству машин, я пока вот здесь стоял, 3 наших машины еще прошли. Судя по тому количеству машин, что там планируется собраться и соберется, то прилипнуть там можно надолго. Представляете, такой кагал после Нового года, когда все там, все с похмелья, я имею в виду, конторы, которые грузят. И загрузить такое количество машин. Так что еще настоимся. Фу-фу-фу. Опять же, типун мне на язык. Поехали. Скоро у нас Амурская губерния начнется. Самый ушатанный из всего Могоческого района вот этот вот район, кусок. Вот это там Амазан или населенный пункт. В общем, тут километров 60, наверное. И до Амурской области, которая сейчас у нас начнется. Или не сейчас. Ориентацию на местности потерял. Ой. Да, горностаи тут знатные. Нет, это не эта парковка. Наверное, вот там чуть дальше следующая. Ну вот он самый ушатанный, вот этот район. Еще тут коллега стоит как-то. Просто стоит. Вот здесь не один. Местные авиалинии. Могочинский район самый хреновый из Могочинского района. Самое хреновое это вот эта часть. Блин, тут и до 70 бывает некогда разгоняться. Постоянно вот такое вот безобразие. Горностай на горностае. Совсем подгулявший.
сейчас за той горой не будет Стеллы. Может быть такое. Не первый раз уже здесь. Уже даже сопки узнавать начинаешь. Оп, это сопка такая-то, это такая-то. Ручьи уже. Смотришь, о, я уже это название видел. Причем названия иногда такие интересные. Плохо запоминающиеся. Сложные. Еще скорость превышает. Маша, тут же ехать невозможно. Еще умудряемся что-то превышать. Что я ничего не понимаю. А как тогда? Где? Горностаем погоняет. Нет, не здесь. Все-таки ошибся. Местность похожая везде, так мне казалось, что вот уже мы добрались до Амурской области. 730. На каком километре граница. Ну, пардон, виноват. И на старуху бывает проруха. Вот. Грынцы. Здесь столб километровый увидеть, насколько я ошибся. Смотрим, но не намного, километров на 10. И кубики там вон на границе стоят, что меня обходили. Похоже. Когда я стоял там. Да, наши стоят. Отдыхают. Сейчас увидим. Вот, я называю. Да, это я. Да я видел, вы меня там, я в этом всеми, как-то там, в деревне стоял. Вы мимо пролетели. Ну, вы остановились, потом поехали. С этим Сашкой мы выгружались. Вот он позже меня выгружался. Я уезжал, он выгружался, с которым мы сидели, разговаривали. .743, 742. Значит, 22 километра. На 22 километра я ошибся. Извиняюсь. Welcome, Амурскую область. О, можно даже этот, наверное, уже свет включать. Солнышко уже за сопки спряталось. Сейчас время сколько? Господи, это все время прибавлять надо, да? 5:30 сейчас.
7, 17, 25, полшестого, да, все правильно. Коллега выпускает. Ну, тут узенько на ремонте на объезде, поэтому. Ну, еще одну нашу машинку догнал. И когда в этом семье, что-то там, семья зелья семьи кушала. Сначала он проехал, а потом те двое пацаны. Что он как-то такое ощущение, что он груженый. Как-то он в гору очень медленно поднимается. Я что-то в гору очень легко догнал. Сейчас спросим. Сейчас на обгон пойдем. Потому что он совсем не хотел подниматься. Сейчас посмотрим, как он пойдет в гору. Что-то он очень медленно едет. Да не, вроде побежал. Тут ровно, правда. Может, и груженый чего? Может, куда-нибудь сюда загрузили? Почему нет-то? Душа. Я не хочу я тебя обгонять. Когда надо будет, я обгоню. Сейчас 82 идешь, и я 82 за тобой. Это, наверное, который в Могочи спал. Визу. Сейчас шустрее. На подъемах садишься, так что делать? Надо обгонять. Это в Хабаровске разгрузка, да? Я там где-то, блядь, автомобиль, это, блядь, еврейская, блядь, нихуя там и никто ну, ничего не берет, блядь. А если я приеду в Хабаровск, то меня выгрузят завтра. Блядь, тысячу километров, 1200, нихуя. Понятно. Не знаю, может, маленько дойду еще. Посмотрел. Время уже здесь уже сколько, наверное, часов 6. Да, полшестого. Полседьмого. А, нет, полшестого, да. В Хабаровске это уже полседьмого. Да, там 7 часов рано. Не понял, а где Сергей? Какой Сергей? Сзади смотрю, как вроде бы раз идет. Ну, так какой Сергей должен быть? С кем-то он меня попутал. Тында-тында, невер-тында. Сейчас тут на площадку заедем. Поставим самовар. Саня списался. Говорю, на вас ставить самовар? Говорит, да. Сейчас подъедут. Между нами разница, может, километров 10-12.
Тында. Тебе и тында. Перед постом тут сейчас с правой стороны тут такая площадка большая. И интернет тянет. А вот дальше тут на стоянку, когда едешь, там нифига интернета нет. Во всяком случае, моего. Разузнаем, какие планы у парней. Это вот наша машинка, он груженый. Да, слышали, не слышали? Говорил, не говорил. И будут выгружаться где-то в еврейской автономной области. Что-то, говорит, клиент не берет. А завтра 30-е. Ну, не знаю. Он меня с ними перепутал. У нас они с одной партии машины один в один маны. И маны, и прицеп, и все. Ну, идентичные, только разница в пробеге 1040. У него больше. Пока мы там в Турции отдыхали, загорали, а он тут Дальний Восток молотил. Так, подождите, что-то рановато я, наверное. Да, рановато. Это заправка даст, гостиница. Где стоянка? Большая стоянка должна быть с правой стороны. На посту прям. Я не пойму. Где это? Вот она. Сейчас как заеду куда-нибудь. Шиска. Чекаем по нове.